Привет, ребятки! Сегодня говорим про ежедневный осмотр самоката перед выездом. Я все эти процедуры делаю каждый день и вам крайне советую. Первым делом проверяем давление в шинах. И все-таки это лучше делать через табло на компрессоре, либо специальными датчиками, которые устанавливаются на ниппель и по Bluetooth передают показания в телефон. Я качаю обычно 3,6-3,7 килограмма, но с учетом стравки где-то 3,5. Вот. И вам как бы советую также качать и проверять показания, как указано выше. Потому что, вот у меня, допустим, бескамерка, и на ощупь я не ощущаю там, допустим, разницу между 2,5 или 3,5 килограмма. А если в шинах будет ниже 3 килограмм, то, сами понимаете, раза в 2 сразу падает динамика, значительно растет расход, падает пробег и увеличивается нагрев как батареи, так и электроники и самого мотора. И это, конечно, не по фэншую. Далее мы однозначно проверяем работу тормозной системы. Я это делаю обычно просто. Зажимаю задний тормоз и ставлю самокат на козла на заднее колесо. Если он стоит и никуда не дергается, значит все окей. Ту же самую процедуру я повторяю для переднего тормоза и ставлю самокат на переднее колесо. Если он не двигается, значит тормозная система исправна. Проверяем работу задней подвески, как задний амортизатор отрабатывает. То же самое касательно передка. Либо амортизатор, либо вилка у меня, в моем случае, у кого как. У меня еще есть амортизатор сидения, соответственно, я проверяю его, чтобы он нормально отрабатывал. Один раз была не очень прикольная такая история, когда вот здесь вот в перья вилки из-за некачественного провара выскочил бочонок со штоком. И хорошо, что я продавил подвеску на старте, это увидел, вернулся домой, заварил и только после этого поехал. А то мог бы домой и не вернуться. Естественно, проверяем все люфты, вилка, рулевой стакан, обжим гаек, рулевая труба, бочонки на руле, у кого складной руль. Естественно, задняя подвеска и амортизатор в подседеле, у кого есть седло. Делайте эти все процедуры перед выездом каждый день, и когда-то они вам сохранят жизнь. Удачи!